Невероятные приключения корейцев в Таиланде, в Бангкоке. Там внутри закрывается. Да, говорят, что скоро будет еще земля. Да, поэтому там закрывается. Всем привет, вы на канале Валентина в Корее. И наконец у нас дошли руки смонтировать видео с последнего дня нашего путешествия по Таиланду. Этот день мы точно не забудем никогда. Если вы впервые у нас на канале, добро пожаловать. Часть этого дня, возможно, уже видели. Она уже вышла раньше на канале. Это тот самый день, когда мы оказались на 83-м этаже в башне Байок Скай в Бангкоке. И в этот момент в соседнем Мьянме произошло землетрясение. А теперь давайте вместе вернемся в тот день. Смотрите до конца, будет интересно. Утро началось, как и многие наши утра в Таиланде, с купания в бассейне. Небо ясное, вода теплая, и несмотря на приближающийся отъезд, настроение уже было приподнятое. Мы старались насладиться каждым моментом. Собрали чемоданы, попрощались с отелем и выехали навстречу новым впечатлениям. В этот день у нас была запланирована экскурсия в саму столицу Таиланда – Бангкок. Программа у нас была довольно насыщенная. Посещение Королевского дворца, 2 древних буддийских храма, прогулка по каналам Бангкока на традиционной длиннохвостой лодке и обед в знаменитом небоскребе Байок Скай, одном из самых высоких зданий Таиланда. Дополнительно мы договорились, чтобы нас вечером отвезли на ужин, а потом в аэропорт. Вся экскурсия обошлась нам в 33 тысячи бат, это примерно $1000. Ужин мы должны были оплачивать отдельно. Итак, дорогие гости, мы с вами приехали на первую остановочку. Также вот здесь у нас будет 20 минут по времени. По дороге мы сделали небольшую остановку. Вот так выглядит обычная заправка в Таиланде. Зашли в кофейню освежиться, выпить по чашечке ароматного кофе. Атмосфера уютная, с кондиционером, что особенно радует в жару. Вкусный кофе. Почему мы эти дни не пили кофе айс? Потому что мы пили пиво. Немного передохнули и снова в путь. Следующий пункт по маршруту небоскреб Байок Скай. Здесь нас ждал обед и подъем на смотровую площадку. А вот слева вон там чувак что-то с ружьем делает. Он кого хочет застрелить? С гарпуном он на кого охотится? Это арбалет у него. Ну. Он на рыбу, походу, охотится там. О, Прицел. О, Поймал рыбу. ну сейчас посмотрим, поймал он, не Да. поймал. Классно. Здесь вообще считается, что у каждого третьего практически тайца О, что-то тянет. есть, получается, оружие. Потому что здесь разрешение получить на это оружие. О, Оружейный магазин Поймал. также. да. Здесь оружейная улица есть. Вот. И... Да, это Бангкок. В Бангкоке очень много автобусов, 400 маршрутов. Здесь есть надземное метро, называется SkyTrain, насчитывает 64 станции, 3 ветки, одна Gold Line ветка. И построено было SkyTrain в 1999 году, 5 декабря, в честь 6-го жизненного цикла Рамы 9 Помипона Адульядета. У королей есть циклы, 12-летки называются здесь. И на каждые 12 лет они обязаны построить что-то памятное сделать. Байок Скай Тауэр – это 88-этажный небоскреб, который долгое время считался самым высоким зданием в Таиланде. С его крыши открывается панорамный вид на весь Бангкок. Особенно в солнечную погоду это просто завораживающее зрелище. А сам лифт – это отдельное удовольствие. Прозрачные панорамные окна в лифте позволяют видеть, как город остается внизу, пока вы поднимаетесь все выше и выше.
Ощущения незабываемые. Поднялись мы на 76-й этаж, но чтобы попасть в ресторан, нужно было спуститься по лестнице на один уровень ниже, на 75-й этаж. Там нас ждал уже шведский стол. Это был рай для гурманов. Еда на любой вкус и цвет. Тайская, китайская, японская, европейская кухня – все в одном месте. Что будем кушать? Попробовать, конечно, хотелось бы все. Фрукты. Вот это их знаменитое какое-то блюдо, рис с манго. Десерты или не десерты. Лапша какая-то. Бери. Это рыба жареная, походу, чипсы. Все набрали в один. Всегда хотел попробовать эту утку. Взял одну порцию, попробуем по один, да? Еще раз продублируй. Очень вкусная какая-то такая приправа. Мне кажется, это вообще китайская кухня какая-то. Папайя, салатика. Ой, чуть-чуть такого. Чуть-чуть такого. Не знаю, если честно. Вкусно, нет? Попробуем. Попробуем. Посмотрите, какой классный. Хоть чуть-чуть. О, нормально вы наливаете. Добренько. А вон тут другое на нас что? А ты слышал сегодня историю про это? То, что дуриан двух видов оказывается. Один нас, вкусный, наверное, а один вкусный. невкусный. Который У нас- невкусный. У нас, наверное, вкусно было. Мне кажется, это одно и то же, просто они забили чаге. А вот это что за фрукт? Не знаю. Яблоко. Один возьми, попробуем. Остальное мы все пробовали, вот это еще не пробовали. Это что такое интересное? Я не хочу. Будешь? Чаге, давай вот это попробуй. Джапсари и вот детское питание. Они смешивают вот молоко. Я вот все это сочетание не могла понять. Рис с манго. Ну, сладкий рис, прикольно. Но Оно не яблоко и непонятно что. Ну, что-то не спелое. груша. Не, какая-то вот так. Есть? Мы взяли что-то это зелененькое и думали, может, это яблоко. Ну, безвкусное какое-то. Айва.
Вот надо только в интернете гуглить. Вот, давай сейчас погуглим. Глаз дракона. Глаз дракона? Съешь глаз дракона. Родственный личин и рамбутан. Google нам в помощь. А, вот он, на лич похож. На лич похож. Всего на попробуем. Это личи. Вот, мы. Не, мы это. Вот. Слушай, Я вообще думала, это вот этот вонючий фрукт, который растет в Корее. Косточка внутри. Руками открыл? Да, ногтями. Пообедали и отправились выше. На 84-м этаже находится смотровая площадка, куда ведет путь через лифт до 83-го, а потом еще одна лестница наверх. И вот мы на вершине. Отсюда Бангкок как на ладони. 360 градусов обзора. Это было действительно вау-момент. Спустились обратно на 83-й этаж, и вдруг нас как будто качнуло. Реально здание шатает, я тоже чувствую. Но сначала мы не поняли, что происходит, ведь накануне мы целый день провели на корабле в море. И у нас было чувство, что тело все еще плывет. Мы даже переглянулись, ну подумаешь, покачало. Как мы пережили этот момент и что происходило вокруг, обязательно посмотрите в отдельном видео на нашем канале «Землетрясение в Бангкоке». А мы едем дальше. После землетрясения все на улице. Что, будет повторение? Ну все может быть. А мы еще выходим в здание, они на нас пальцами показывают еще и снимают на видео, короче. Гости, все на адреналине. Сейчас мы едем с вами в Большой Королевский дворец отпраздновать. И после Большого Королевского дворца, сейчас в первую очередь, скорее всего, храм Решечного Будды посетите. 46 метров в длину, 15 в высоту. Если там пустят еще сейчас... не, высоту давайте, нам не надо высоту. А так можно нас в первую очередь, где карму чистят, туда отвезти. Нам надо, чтобы монах нас всех отчитал и завязал нам красную эту ниточку. Следующим пунктом был Королевский дворец, но тут нас ждал неожиданный момент. Чтобы войти на территорию, нужно обязательно прикрыть плечи и колени. Причем не только женщинам, но и мужчинам. Мы сначала думали, что это правило касается только женщин, а нет. Но в итоге из-за землетрясения дворец временно закрыли для посещения, и мы туда так и не попали. Куда ты ее положил? Что ты не приготовила? Не, приготовила, он знал, но он сейчас не нашел. Ковыряться Вообще надо. прикольно было бы. Там внутри закрывается. Да, говорят, что скоро будет еще земля. Да, Землетрясение поэтому там будет. закрывается. Мы не успеваем. Да, не успеваем. Какой-то ужас. Билеты не продают. Здесь выход. Всех выгоняют, скорее всего. Ноги трясутся, руки трясутся. Я уже выложила. Холодный. Это уже выпить теплое. Всех эвакуируют. Нас в аэропорт тоже не пустят. Так. โอเคได้ค่ะโอเคค่ะтам закрывается да потому что они боимся что после этого может быть будет как
Земля, как по-русски? Землетрясение. Да, поэтому Королевский дворец закрывается, но хотите поменяли другой храм, тоже красивый, называется храм утренней зари. Будете, да? А еще что есть? А там точно не закроют? Нет, уже не знаю. еще что другое есть? Еще один храм лежащего Будда. Да, и храм утренней зари. Два храма, нормально. Это Гриша. Давайте сейчас мы сразу, да, на лодка. Да. А потом Ой, два давайте храма. на лодку не пойдем, не будем экспериментировать. Не, пойдем на лодку. Нормально. Там еще, а потом еще два храма. Хорошо? Храм лежащего Будда и храм утренней зари. Это находится рядышком. Хорошо? Окей. Я быстро на вот так. Окей, пойдем, да? Давайте, пошли, пошли. เขาบอกไม่เข้าแล้วไง อ้าวตกลงเข้าได้หรือเข้าไม่ได้อะเขาบอก พี่ไปเช็คดูแล้วเหรอ เขาบอกว่าขายปิดแล้วอะ ปิดก็คือจบแล้วพี่ จบแล้วเนาะ ตู้แผ่นดินไหวเปล่า น่าจะ Тоже закрыли. ไปได้ใบเสีย Пошлите. น้าแผ่นดินมันจะไหวมากเลยสิเจ๊แล้วขายไว้นะเขาเหมือน Сейчас просто они кто-то на машине, Нам землетрясения было мало, короче, мы решили еще на лодку залезть. Меня до сих пор шатает, вот так. Мне кажется, земля шатается, да? Невероятные приключения корейцев в Таиланде, в Бангкоке. Везде пробки, все туристические закрываются. Как бы нам сегодня в аэропорт попасть еще? Пришли в речной порт. Речной тук-тук. По плану далее была прогулка по воде, кормление рыб и отдых на лодке. Но, признаемся честно, после пережитого в небоскребе нам было совсем не до рыбалки и фоточек с рыбками. Не, нам не до рыбок. Садится, подава, хорошо? А потом я передаю вам. Это мы будем один на два. Хорошо? Сейчас выйдем и опять нас всех качать будет. Да. Смотри, да, как я, хорошо? Первый, а потом сюда. Вова, идем попустим. Ой, Чагя, я не могу. Передай.
Мы были готовы кидать в реку целые батоны, лишь бы лодка шла быстрее, и мы оказались на суше. Следующий пункт – один из самых красивых храмов Бангкока. Храм утренней зари или по-другому храм рассвета. Очень необычное и светлое место. นับเหรียญแล้วก็จะมีที่วัวดุเยสค่ะРуку, руку. рукуทัดที่หัวดุДа, мне тоже можете взять? Да, давай, иди, все, я взял, все, пошли. Вот 5 минут на пароме. นี่ชมเป็นมินุตะปารองเสีย Все нормально, это? На пароме. Здесь походим, потом до другой станции 5 минут. เดี๋ยวไปเทียบเทียบไปตัวเล็ก Обманули, да, нас? Здесь нехороший. Там, как у нас? Боек Скай. Боек-Скай. Землетрясение было, в туалете было. Туалет хорошо, там. 85-й этаж. เนี่ยนี่คาราโชนี่คาราโช Мы там были в туалете, когда землетрясение было. Тут мы решили поучаствовать в ритуале благословения у монаха. Это древняя тайская традиция. Монах повязывает нити на запястье. Это рукав, потяни рукав. Да, а почему это у нас красное? Что означает? เนี่ยนี่ชื่อว่าเดลิกราซีวิอันเอาตัวดิดดังเอาอัสตันดิดคนที่ดิดดัง Остальные белые. Почему? เนี่ยนี่ชื่อว่า Разницы нет? เนี่ย Или เรียนเลยกราสเลยโรสวยเดลิกราซาตาโปรสตานี่ชื่อว่าสมาชิกนี่วันนี้ที่สองAno sih? Adin sambil kelak nih, ini dilihat etak kerawat, buat etak kerawat,
Рама Второй. Почему кровать Рама Второй? Потому что король Рама Второй это почти 18 века. Он так огромная этого храма. Но храм утренней Сали обычно старше, чем 500 лет назад. Но храм совсем маленький, не популярный. А потом 18 века, 200 лет назад, Рама Второй, он так огромная реставрация. Но кровать королевского говорит, что был очень красивый, да? Материал. Это из золотой, тикового дерева. А потом покрытая золото. Но если вы видели, да, кровать, это символик богатый. Значит, раньше только король или богатые люди спит на кровать. Народу мы спит только на поле. Вот это, поэтому кровать, это как символик богатства. Второй, третий. Самый последний это Рама 9. А сейчас это Рама 10. Поэтому это один династия, одна семья. Одна семья это значит всегда папа сын или брат. То есть мужчина, это мужской. Ну, самый любимый, это королев. Это пятый католик усы, да? Это пятый и девятый. Почему? Два королев очень долго плавил. Пятый плавил 43 года, девятый 70 лет. А сейчас 10 недавно плавил только 6 лет. Поэтому Рама 10 плавил, когда он уже старый. Он плавил, когда ему 66 лет. Сейчас ему 72 года. Уже чуть-чуть старый. В одном из храмов, который мы посетили, был необычный ритуал. Нужно было проползти под кровати, чтобы привлечь удачу. Говорят, это символическое перерождение, оставляешь все плохое за спиной и выходишь обновленным. Но скажу честно, после спуска с 84 этажа мое внутреннее равновесие было окончательно подорвано. Так что я даже не пыталась и, кажется, не пожалела. Ради удачи, ты давай. Ой, а здесь как-то ползком. Ой. Я не ползу. Таня, после землетрясения как еще ползти можешь? Ужас. Ой, Господи, все желание мое исполнилось ради этого на карачках. Все, мое желание исполнилось. Исполняется, исполнилось. Не, я после землетрясения, я не могу никуда ползти. Все. Все. Я ползу. Маша, ты пол помыла? О, как он. Ты быстро ползешь. Под этой кроватью мы проползли для удачи. Кровать для медитации. Вы серьезно все ползали здесь? Да не ползали, мы прикололись, ты че? А тем временем внутри самого храма все уже закрыли из-за землетрясения. Мы немного прогулялись вдоль входа, посмотрели на территорию, вдохнули этот особенный воздух. Будет повод вернуться сюда еще раз, уже в более спокойной обстановке, и все как следует рассмотреть. Далее у нас по программе храм лежачего Будды. Добираемся туда на речном трамвае, что само по себе отдельное приключение. Самый популярный маленький, да, это речной тук-тук, а если это речной трамвай. Трамвай, да. Поэтому сейчас, да, после earthquake, да, лучше на воде, да, это без опасно. Оттуда, да, если ехать на центре Бангкок, когда пробка бывает так, батарея, а если на речной трамвай, вид на садик. Бежим как сумасшедший. Тур называется. Большой дворец мы не попали. Я уже показывала. А здесь храм лежачего Будды. Сказали, что это самая большая статуя. Храм лежачего Будды – это один из самых древних и почитаемых храмов Таиланда. Главная достопримечательность – огромная золотая статуя Будды в положении отдыха. Длина статуи целых 46 метров, а высота 15. Будда лежит с легкой улыбкой, и кажется, что в его взгляде полное принятие и спокойствие. И
Чивотник вараю, да, самый популярный это белый салон и белый лошадь. Белый салон и белый лошадь это транспорт вараю. Сюда приезжают не только туристы, но и паломники со всей страны. На спине никто не хочет. И вот напоследок мы подошли к гонгу. По традиции удар в гонг приносит благословение, помогает очистить карму и привлечь внутренний покой и удачу. До свидания. После этого насыщенного дня за нами приехала машина, и мы решили, хватит приключений на сегодня, едем в аэропорт. Гид сказал, что дорога займет около часа. Но хорошо, что мы выехали пораньше, в итоге ехали 3 часа. Город буквально стал в пробках, и движение было как улитка на трассе. По дороге пришло сообщение, что наш рейс задерживается на 40 минут. Уже хорошо, что не отменили. В аэропорту людей очень много рейсов задержали. Ой, лишь бы вовремя улететь. Нам хватит, может быть, на сегодня стресса. Очень много рейсов отменили, много рейсов задержали. Все в ожидании, все ждут. Прошли регистрацию, сдали багаж и направились к паспортному и таможенному контролю. Медленно, шаг за шагом, к завершению этого незабываемого, волнующего и немного сумасшедшего дня. Все, мы в Duty Free вышли. Тоже очень большой Duty Free. До посадки оставалось еще немного времени, и мы решили поужинать в этом баре. Хотелось просто сесть, перевести дух, обсудить все, что с нами произошло за день. А день, как вы уже поняли, был не из простых. Летим домой. Летели мы корейскими авиалиниями. Сам самолет немного потрепанный жизнью, но в целом все надежно. Как я уже упоминала раньше, на этом рейсе питание не предусмотрено. Так что если вы планируете такой перелет, лучше заранее перекусить. Время в пути чуть более 5 часов. Вроде бы и недолго, но после такого насыщенного дня хотелось только одного – тишины и горизонтального положения. Мы сегодня стресс перенесли, надо, может, нас не проверять на таможенном контроле. По прилету в Инчон, когда мы уже получили багаж, служебная собака унюхала фрукты. И на сумку повесили желтый замок. Нас отправили на досмотр, фрукты забрали, строго объяснили, что в следующий раз будет штраф, и отпустили. Эта поездка была действительно яркой, насыщенной и полной сюрпризов. Мы уже бывали во Вьетнаме и на Филиппинах. И пока что Таиланд для нас уверенно занимает первое место. Тут все сошлось – природа, еда, люди, сервис, доступность. А главное – ощущение легкости и отдыха. Мы рекомендуем вам не бояться и путешествовать, открывать для себя новое, даже если оно иногда трясет на 83-м этаже. На этом наше путешествие по Таиланду подходит к концу. Спасибо, что были с нами, прожили эти дни вместе, поддерживали, писали комментарии. Это всегда придает силы и вдохновение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и обязательно пишите в комментариях, были ли вы в Таиланде и как вам. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока!